Народ, всем привет! Решил я протестировать на зарядку от этого блока питания Powerbank на 100 Вт. Этот блок питания 100 Вт отдает, уже пробовал. Насколько долго, конечно, он их отдает, я еще не знаю, тестов еще таких не было. В этом видео протестируем, посмотрим, насколько Powerbank сможет принять эти 100 Вт, сколько по времени, насколько нагреется. Все посмотрим, все увидим. В дальнейшем, конечно, тесты будут полные 140 Вт, насколько он их также будет принимать, насколько нагреется. В общем, все будет. Зарядка пока, к сожалению, не приехала. Заказывал ее с Алиэкспресса. Но вот задерживают. Вы же, в свою очередь, не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки. В дальнейшем, я думаю, что будет видео по разрядке этого пауэрбанка на все 140 Вт. Также посмотрим температуру, сколько он сможет отдать, за какое количество времени. К сожалению, сейчас нету такой возможности купить оборудование, казалось бы, да, чтобы разрядить этот пауэрбанк. Надо всего ничего, но нет, у нас на рынках такая ситуация, что даже вот, казалось бы, простейшее, да, оборудование для разрядки мощного пауэрбанка стоит очень дорого. Но в дальнейшем, еще раз повторюсь, думаю, что все-таки изменится ситуация, все будет по-другому. Вам же желаю приятного просмотра. И таким вот проводом будем тестировать. Он может этот провод отдавать 100 Вт. Заодно и проверим этот провод. Он, кстати, не такой дорогой, тоже с Алика, по-моему, 182 рубля. Так, здесь у нас получается так 0,25 градусов. Все, я думаю, можно уже подключать, смотреть. Так, ну и сразу время. Сколько у нас получается? 12:21. Угу. Ну, получается 98 Вт. Проценты вроде быстро идут. Периодически будем включаться, не буду я видео ускорять, пусть будет как вот есть. Но 20 вот только отдает, 28 вольт здесь нету. Все, смотрим дальше, чуть позже включусь. Так, вот сейчас получается у нас 54 градуса, ой, 54% зарядилось, 40 градусов, а зарядка уже сбросилась. Похоже, вот эта зарядка перегрелась. То давала практически 5 ампер, теперь 3 дает. Но на ощупь она где-то, наверное, ну да, наверное, градусов 45. Да, горячеватая такая зарядка. Здесь показывает 69 по проводу, а здесь 65. А время у нас прошло, получается, 27 минут. И провод еле нагрелся. Так, сейчас по-быстрому попробую зарядку охладить. Посмотрим, поднимется. Так, зарядку, получается, остудил. Льдом ее обложил. Буквально там 27 минут, по-моему, было, да? Или не 27, 47. Ну, нет, не поднимает она. Значит, Powerbank отключил. Но он еле теплый.
41 градус. Получается, да, значения совсем другие. Ну, ждем тогда, когда зарядится точнее, температура поднимется 42-43 градуса, когда отключится. Дальше включусь. Результат, конечно, не такой, который я ожидал, так как тогда я заряжал зарядкой 15 Вт от Samsung, и от пауэрбанка я смог зарядить, по-моему, до 70 градусов, и температура была 40. Вроде как. А здесь вот 64, температура уже 41. В любом случае тестировать надо будет на полной зарядке 140 Вт. Посмотрим, сколько он сможет сбросить. Когда, точнее, он сможет сбросить, через какое время. Но сам пауэрбанк не нагрелся. Такой вот он тепленький. Так, пока 41. Да, неожиданно, если честно. И зарядка, кстати, вот попахивает. У нее такой вот запах специфический, непонятный. Не горелым, ничего, то ли пластиком, то ли вот что там внутри от платы пахнет. Не пойму, что за запах. Не сильный, конечно, но запах присутствует. В следующем видео будем разбираться с зарядкой, что такое может быть. Да, на самом деле, конечно, не очень. Ну, хотя, что не очень. В принципе, вот она сейчас заряжается на 65 Вт, да? Ну, тоже, в принципе, нормально. Хотелось бы, конечно, быстрее. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Еще вот принес пауэрбанк, чтобы исключить, зарядка это перегрелась или все же вот пауэрбанк перегрел. Сейчас вот подключим вот такой вот Samsung. Посмотрим, что произойдет. Будет ли он принимать больше. А, нет. Вот получается, да, значит, пауэрбанк сбросил. Так, и все. Отключилось все равно 30 Вт и больше не поднимается, хотя 41. Но это уже, наверное, температура сработала по плате. Так, а если его переподключить? Провод горячий. Поднимется он? Нет, 30 Вт, все. Больше не хочет. Но в любом случае будем тогда смотреть, за сколько пауэрбанк сможет зарядить. Сейчас на данный момент он, получается, заряжается вот ровно сколько, 40 минут, да, получается. Мы его подключали, 21 минута была. Получается, 40 минут он заряжается, до 70 зарядился. И здесь амперы упали. Ну, понятно, что они упали, потому что пауэрбанк перестал принимать такую мощность. Температура у него 41 пока. 43, по-моему, он отключится, полностью перестанет принимать. Посмотрим дальше. Так, а если вот он сейчас скинул, подключить сейчас еще пауэрбанк, что он до 15 сбросит? Да, так и есть. Ладно, не будем мешать, пусть заряжается от одной. Пока вот на данный момент 30 Вт так и держит. Здесь 34 показывает, а сам пауэрбанк принимает 30. Температура у него, он градус уже сбросила.
Видать, остывает пауэрбанк. Но вот если бы он так сильно не сбрасывал, я думаю, он бы зарядился быстро. Так как тут уже получается у нас 74%, ну, практически 75%. И по времени у него еще даже часа нет, как он работает. Блок питания тоже начал остывать. Ладно, смотрим, что будет дальше. Так вот, получается, сейчас чуть подостыл, я с ним ничего не делал. Но плата, видать, подостыла, потому что такая же температура 41 градус, но он уже принимает 65 ватт. Так, нагреется он еще сильней. Так вот, времени сколько тут у нас прошло? 7 минут, было 3 минуты прошло. За 3 минуты, вот, получается, он чуть подостыл. Да, довольно-таки интересный тест. Ладно, посмотрим дальше. Здесь 69 у нас на проводе. Ну вот, получается, прошел час. Сколько вот он заряжается, да? Получается, температура у нас 41 так и держится. Зарядился вот 92%. Но в остальные 8% я не думаю, что он будет набирать полчаса, так как вот заявлено здесь вот на коробке. 1,5 часа он будет заряжаться. То есть даже быстрее. Хотя тут, по-моему, вот и указано, да, что вот, нет, до 100%. Да, до 100% 1,5 часа. Вот, посмотрим, на самом деле, сколько он зарядится по времени. Наверное, да, если его заряжать зарядкой в 140 ватт, он, наверное, будет заряжаться чуть дольше, так как перегреваться будет несколько раз за это время и снижать заряд до 30%. Но в принципе вот за час, да, 92% он набрал. Ну посмотрим, да, за сколько он 10% наберет. У нас вроде как лидер это Анкер 737 вроде как. Он заряжается то ли час 20, то ли 1,5 часа. Час 20, наверное. Вот, посмотрим, сколько этот зарядится, за какое время. Но, в принципе, показатели, я бы не сказал, что какие-то супер плохие. За час также получить 90%, я считаю, что это нормально. Если куда-то вот там срочно надо уйти, на час его поставил и 90% зарядил. Все, ждем, посмотрим, сколько зарядится. Так, вот ждем, сейчас уже будет окончание зарядки. Так, посмотрим, как там на блоке питания. Сразу отключится или нет. Ну, что-то с фокусом. Давайте сначала сюда фокус настроим. Так, 100%. Потребление 0 здесь показывает. А здесь еще есть. Я не знаю, полностью здесь должно отключиться или как. Но подождем, посмотрим. Сейчас, получается, на данный момент он заряжался час 6 минут. Так, ну давайте подождем, посмотрим. Вот что можно сказать про вот этот блок питания. На самом деле, даже вот он горячий, да, был.
ничего он не сбросил, ничего не загорело в нем. То есть, как бы за эти деньги, я думаю, достоин. Была скидка на Озоне, я его брал. Цена у него была 2400 вроде. Сейчас он вроде как подорожал. Вот, за такие деньги я считаю, что вообще нормально. Так, Powerbank получается. Я вот не пойму, почему он показывает, что он больше не принимает. Странно, конечно. Это показывает, что еще даже 3 ампера дает. То есть еще 69 ватт, но 65 получается. Вроде вот за ним такого замечено не было. Как вот достигает 100%, он вроде через 2-3 секунды уже отключал заряд. А здесь получается нет. Еще заряжает. Да, интересно. Так, ну да, вот по нулям. Нет, получается, он еще заряд принимает. Час 8 минут уже. Ладно, посмотрим, когда отключится. Чтоб видео особо не затягивать, также ставлю на паузу. Подождем. Ну вот как-то не совсем, конечно, понятен вот этот процесс. Я еще вот подключил телефон. Сейчас заряжаю. Вот решил проверить, вот 3 ампера так и есть. Скинет ли он, если подключить еще вот Powerbank. И что покажет? Но потребление у него 0. Да, 1,57, 1,56. То есть, да, получается, Powerbank еще потребляет. Неожиданно как-то. 33 минуты. Ну, подождем еще. Так, ну вот практически час 20 уже прошел. И получается с 3 ампер снизилось 33 ватта вроде как потребляет. Вот на самом деле непонятно, так как я его уже заряжал, такой вот проблемы в нем не было замечено. Powerbank по-прежнему показывает 0 ватт, он потребляет, а вот блок питания отдает. Может быть, конечно, из-за того, что он 4 дня лежал с 0%, а сейчас балансируют аккумуляторы. Не знаю, сложно что-то сказать. Но в любом случае, пока за рамки он не выходит, то, что на коробке указано 1,5 часа. Ну вот 1,5 ампера так еще и продолжает впихивать. Ладно, остановится, включимся еще. Так, что тут интересное здесь происходит? Уже прошел час 20, да? Час 25. Он, получается, поднял опять до 65 ватт. Я не понимаю, что такое происходит. На пауэрбанке по нулям. Не знаю, может быть с этим, с блоком питания что-то, он так показывает, выдает. Надо в любом случае тестера и по тестеру уже смотреть. Отдает он что-то, не отдает, принимает, не принимает. Еще, конечно, подождем до 1,5 часа, потом, наверное, уже буду тест заканчивать, выключать. Не вижу дальше смысла смотреть, потому что, ну, непонятно на самом деле, что происходит.
Ну, 3 ампера, тут получается 69 ватт, 68. Ну, это опять провод показывает. Так получается 65. Да. Прошло, получается, 1,5 часа, как он заряжается. Так, и тут у нас получается до 45, наверное, получается примерно где-то сбросилось. Сейчас 45 ватт в него входит. Ну да, на самом деле непонятки такие происходят. Может быть, конечно, так и должно. Просто вот с более слабыми блоками питания вот такого не происходило. Температура получается, он даже наоборот остывать начал. Такое ощущение, что в него уже ничего не входит. Ладно, еще, наверное, подожду чуть-чуть. Посмотрим. Все-таки даже уже интересно, что такое происходит. На самом деле я даже не знаю, как считать правильно. То что-то он уже больше 1,5 часа заряжается или все же 1:05. Нужен в любом случае вот этот USB-тестер и уже по тестеру конкретно смотреть, как и чего все это происходит. Так, получается, прошел 1:40. Здесь по-прежнему нули. Температура 40. И заряжается он примерно, наверное, 35 ватт. До сих пор еще идет заряд. Да, вот 1,60 ампера. 1,6. Наверное, скорее всего, когда блок питания мощный, аккумулятором дает, а потом, ну, очень большой ток, а потом он их дозаряжает постепенно. Наверное, так получается. Так, прошел, получается, 1:46 практически, да? Зарядка так и продолжается еще. Сколько она здесь? 1,2 ампера. 29 ватт здесь показывает, значит 25 он примерно где-то принимает. Так, и пауэрбанк уже начал остывать. Обычно, когда он принимает, он не остывает, как минимум либо нагревается, либо стоит на одной и той же температуре. А здесь он уже даже остывать начал. Так, тут так и показывает 29. Ну, подождем еще. Так, у нас вот прошло уже, получается, 2 часа ровно. Powerbank до сих пор еще принимает. Получается, где-то, наверное, ватт 10 он принимает. 10-11 ватт он принимает. Но до сих пор принимает. Показатели, конечно, не очень хорошие, но в любом случае тесты еще будут. Может быть, реально какая-нибудь балансировка батареек идет, я не знаю, что происходит. Потестируем, еще посмотрим. На пауэрбанке до сих пор как бы нули, ничего не показывает. И пауэрбанк уже начал остывать. Уже 37 градусов. Такое ощущение, что вот реально в него ничего не поступает. Но в любом случае надо дождаться до конца, посмотреть, что там на зарядном блоке покажет. Ну вот снижается потихонечку. Получается, прошло 2 часа 10 минут потребления пауэрбанком 9 ватт.
Все, зарядка закончилась. Получается 2 часа 10 минут, да, 2 часа 11 минут. Здесь показывает уже 0.